Привет, мои дорогие! Спасибо большое, что вы снова заглянули на мой YouTube-канал «Кулинарная стихия» Ларисы Рубальской и посмотрели мой инстаграм Рубала Лара. Я вам очень благодарна, надеюсь, что вы будете подписываться, ставить лайки и колокольчики, потому что мы делаем то, что наверняка вам понравится. Кулинарная стихия – это значит и кулинария, и стихия. Начну со стихов. Я жила одна на свете, никому не нужная. У других мужья и дети, и котлеты к ужину. Я ж уставлю в телевизор своей темной жизни свет и смотрю чужие жизни, раз своей-то жизни нет. Но соседка мне однажды на концерт дала билет. Мол, сходи, потом расскажешь. Как-никак, а выход в свет. Твой концерт был то, что надо. Были все ряды полны. Сел мужик со мной рядом, симпатичный, без жены. Правым глазом я на сцену, на левом на него. Хоть я всем им знаю цену, это вроде ничего. А с концерта вместе, в общем, возвращались мы домой. Целовались дальше больше. А к утру мужик был мой. Стал мне мужем дядька этот, он мне стал необходим. Вместе мы едим котлеты, телек вечером глядим. А соседка, вот натура, вроде рада, вроде нет. Говорит, зачем я, дура, отдала тебе билет. Ну хорошо, встретила она дядьку на концерте, но его же кормить надо. Дядьке хорошо же должно быть. Что она может для этого приготовить? Да все, что умеет. Например, сегодня мы будем делать сырники. Сырники – это совсем не трудно. Нужно взять 2 пачки творога. Вот он у нас. Вы знаете, я, например, не всегда покупаю творог. Я иногда покупаю 1 пачку творога, а 1 пачку сырковой массы. Хоть с изюмом, хоть с курагой, какая есть. И тогда ничего делать не надо, добавлять. Просто смешал и жарь себе. Для ленивых очень подойдет. Ну, кто немножко не такой ленивый, как я. Не, я не ленивый, я просто изобретательная. Вот тот просто берет творог, вот так мешает его, подсыпает к нему 3 ложки муки. Пропорции очень правильные, можете ничего не менять. Делайте вот как я говорю, и будет классно. 1, 2, 3. 3 ложки сахара и всего 1 яйцо. Кстати, мы всегда говорим сырники, сырники. А ведь на самом деле-то это 3 ложки сахара. Помните, я вам сказала 3? Можно чуть-чуть посолить. Я вообще почти все подсаливаю. Мне кажется, что соль везде нужна. Прям вот пальцами чуть-чуть подсолить. Мы говорим сырники, а на самом деле это творог. Я думаю, чуть так интересно. Кстати, бабушка моя говорила творожники. А мой отец родом с Украины. И я каждый раз лето проводила у тетки, у его сестры на Украине. И мы как-то пошли с ней на рынок, на базар. И она хотела купить творог на сырники. Ей сказали, она говорит, мне вот этот выбрала. А ей сказала женщина, которая продает, вам сыр такой или такой? И положила ей творог. Я ей говорю, тетя Соня, почему тебе творог дали? Сыр дали, называют сыр. Я запуталась. Она говорит, по-украински творог – это сыр. Поэтому и говорит, кто творожники, кто сырники. Кстати, я положила 3 ложки муки, а кто-то может положить 3 ложки манки. Тоже будет очень вкусно. Мы сырники будем жарить, а кто-то может пожарить, а потом запечь, а кто-то только запечь в духовке. Получается хорошо. Сырники – такое дело, оно никогда не подводит. Знаете, кстати, у меня есть племянница Светочка. Она, когда маленькая была, она ела только сырники. Вот что я не положила, она говорила, сырники. И однажды она с мамой и с папой ехала отдыхать в Таиланд. Но я думаю, они с ней пропадут. Она кроме сырников ничего не ест. Я их пошла провожать в аэропорт. И в аэропорту у нее, бедненькой, у маленькой девочки, огромный рюкзак был за спиной. Я говорю, Света, а что тут у тебя в рюкзаке? И что? Нет, я говорю, Светочка, а что ты будешь есть там в Таиланде? Она говорит, сырники. Я говорю, где же ты их там возьмешь? Она говорит, в рюкзаке. Бабушка ей нажарила сырников, полный рюкзак на все 10 дней отдыха. Вот до сих пор она любит сырники. Я, кстати, летом часто отдыхаю в Прибалтике у подруги в Юрмале. Они все с утра едят сырники. У них как пароль. Вместо «доброе утро». Где будем есть сырники? Они ходят из кафе в кафе, берут там сырники, где вкуснее, где лучше. Некоторые, кто не ленивый дома. Кстати, кладут всякие туда добавки. Кто ягоды какие-то, кто кусочки шоколада. Ну, в общем, изюм, курагу, все что угодно. Ничего это замечательное блюдо испортить не может. Приступаем к изготовлению чудесного продукта. Сковородочка у меня уже греется, налью сюда немножко масла такого. Знаете, что-то оно не хочет. Так, нажали маслица.
Я люблю положить кусочек сливочного масла, потому что, вы помните, мы же любим, когда шкварчит. Вот так. Сейчас зашкварчит, а я пока скатаю шарики, которые превратятся потом в сырники, творожники. Вы не помните, что я вам сказала в прошлый раз? Я напомню. Может, вы делаете что-то лучше, чем я. Может, у вас получается быстрее, веселее, вкуснее. Я с удовольствием получу ваши рецепты, поучусь у вас и буду делать так, как делаете вы, если это лучше. Наша команда, которая снимает этот YouTube-канал, все попробуем, проголосуем за ваши или за наши и будем делать как лучше. А вы попробуйте, как мы, тоже неплохо. Сковородка у нас готова. Кладем, значит, на досочку насыпаем муки. Вот меня научили еще немножко крахмала. Я попробовала, мне кажется, это очень здорово. Ну, прям в одинаковых пропорциях. Что-то крахмал такое дает. Сырник получается особенный. У нас пока сырники будут без наполнения, потому что наполнение у нас сюрприз. Мы вот начнем жарить сырники, пожарим и в это же время сделаем наполнение такое удивительное. Ну, вы знаете, как вот так раз-раз-раз по муке. Такой шарик ровный. Вот он уже получается, это нетрудно. Потом этот ровный шарик снова сюда. Надо его приплюснуть. Вот я сейчас вилочку достану. Моя бабушка иногда говорила, что она и котлетки, и сырники вот так делала вилочкой, чтобы они были вроде как полосатые. Вот мы один полосатый положим, остальные не полосатые. Посмотрим, кому как что понравится. Кладем на сковородку нашу шипящую. На подходе уже вот кого кормить. Издалека чувствует этот замечательный чудодейственный запах. Но мы продолжаем священно действовать. Вот у нас еще... Все-таки я, пожалуй, вот так вилочкой, красиво полосатенькие. Котлеты тоже я так всегда делаю. Сюда же еще. Да этих сырников можно съесть хоть 5 штук и не заметить, как съешь. Конечно, кто-то нас будет ругать, что мы на масле, мука. Ну, кто ругает, тот пускай смотрит другие YouTube-каналы. У нас счастливая еда. Для здоровья, для радости, для счастья. Так, все, готово дело. Не пройдет и год, у нас будут вкуснейшие сырники. Это нам больше не понадобится, мы пока отодвинем. Сырники уже жарятся. Я вообще люблю, чтобы не было ничего лишнего на столе. И потом, кстати, ну, наверное, все так делают, когда уже все готово. О, хозяйка, какая вторую вилку достала, забыла, что у меня одна есть. Когда все готово, лучше сразу потом помыть посуду, а потом уже приступить к трапезе. Лучше настроение, а то пока ты поешь, понимаешь, что у тебя лежит столько немытой посуды, я сразу мою. Потом за чистый стол со вкусной едой. Сырники сейчас дойдут до нужной кондиции, а мы готовим сюрприз. Она любила вишни, а он ее любил, но это было лишним, он ей не нужен был. Отравлен этим ядом, не рад был ничему. Ее косые взгляды летели не к нему. А время летнее, погода лунная, безответная любовь безумная, тарелка полная вишневых косточек и песня модная из летних форточек. У нас не лето, пока а весна, но вишня уже есть замороженная. Мы кладем ее в сотейник, добавляем сюда немножко сушеной вишни, ну, можно не добавлять, можно одну из этих двух вишен. И сейчас самый главный секрет того, что мы делаем. Мы наливаем сюда ликер и варим такую прекрасную вишневую заливку. Ставим это все на огонь и, помешивая, варим. Это будет очень вкусно. Ну, если у вас нет, например, вишни, или у вас это вызывает, зачем, причем тут вишни, ну, мало ли, что вы думаете. Можете есть со сгущенным молоком, можете со сметаной, можно еще сверху с сахарком посыпать. Чтобы было вкусно, нужно довести до консистенции киселя. Для этого берем, вот сюда же прямо эту тарелочку, где было, чтобы ничего не пропадало, сюда крахмала, водички. Холодный, потому что если горячий, то он заварится, а нам нужно, чтобы он был просто таким загустителем. Помешаем. Все, вишня готова. Наливаю сюда крахмал, разведенный в холодной воде. Получается консистенция киселя. Помните пионерский лагерь, когда нам компот давали? Я так скучаю по пионерскому лагерю, по компоту, по омлету. Вообще по тем временам. Вы знаете, у меня такой есть фокус, когда я выступаю в концерте. У меня есть стихотворение о пионерском лагере. Это все уже готово. И я всегда говорю,
А сейчас без предупреждения и без репетиции мы всем залом споем любимую пионерскую песню. Зал удивлен, как без репетиции, без предупреждения. Я вот так говорю: 3, 4. Как по мановению волшебной палочки зал начинает петь: «Взвейтесь кострами». Ну, конечно, вспоминают и омлет, и компот, и пионерскую линейку, и подъем флага. Я никогда это не забуду. Когда-нибудь мы будем что-нибудь готовить еще, я вам это стихотворение тоже прочитаю. Я же вас теперь заманиваю на наш канал. У нас тут будет много интересного. Стихи разные. Вам даже не нужно покупать билет на концерт. Хотя, если вы не придете на концерт, мне будет очень грустно. Разные блюда, разные стихи, разные советы. Ваши советы мне. Все это для нас очень важно. Ну и, конечно, подарки. И еще разные истории. Вдруг с кем-то из вас что-то приключилось, и связано это не с чем иным, а с какой-то кулинарной истории, какое-то происшествие кулинарное. Присылайте, присылайте. И сюда, и в Инстаграм. Мы будем очень рады. Наступает главный ответственный момент нашего дела. Выкладываем сырники, шипящие, скворчащие, поджаристые, на тарелку. Теперь мы поливаем их вот этой красотой. Вишенка к вишенке. Можно, конечно, и сметанку, и вниз, и вверх, но мы одну вишню. Сметана, вишня, жирно, больно. Что-нибудь одно, а в следующий раз со сметанкой. Самое главное не промахнуться и это все не съесть, а сюда положить. Вот. Соблазн велик, но мы потерпим. Вкусно? И я еще раз хочу с вами поделиться рецептом счастья, чтобы просто вы его запомнили. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник не каждый. Но главное просто кого-то любить. А все остальное неважно. И вам осталось подписаться на наш канал и мой Инстаграм, загадать желание, дотронуться до моей левой счастливой руки, и оно обязательно исполнится.